Сегодня мы представляем удивительные приключения в мире фэнтези. Настольная кооперативная стратегическая игра «Лес. Легенда о Мантикоре». Лучшая стратегическая игра 2018 года в Украине. Это захватывающая игра для всей семьи в мире стали и магии. В комплект игры входят игровое поле с гексагональной разметкой, карточки персонажей и мантикоры, фишки персонажей и монстров, тайлы дороги, жетоны артефактов, карточки случайного боя, маркеры для отметок, кубик и правила. Лес. Легенда о Мантикоре относится к жанру кооперативных игр, поэтому игроки выступают единой командой, и цель у них общая – защитить свой город от нашествия монстров и победить Мантикору. Игроки становятся защитниками магического леса, который хранит древние тайны. Каждый игрок выбирает себе персонажа, которым и будет играть. Персонаж имеет различные характеристики, которые определяют его роль в команде. Рассмотрим их на примере карточки гнома. Первая характеристика – количество жизни персонажа. Вторая важная характеристика – инициатива. Она определяет, сколько игровых действий может сделать персонаж в свой ход. У гнома инициатива 3 единицы. Значит, он может выполнить 3 игровых действия в свой ход. Какие это действия? Переместиться на одну клетку по дороге за 1 единицу инициативы. Атаковать соперника, также за 1 единицу инициативы. Восстановить свои жизненные силы, 2 единицы инициативы за 1 очко жизни. И переместиться на одну клетку по бездорожью, 3 единицы инициативы за 1 клетку без дороги. Далее обращаем внимание на боевые характеристики. Защита. Навык защиты персонажа в случае, если его атакуют оружием ближнего или дальнего боя. Ближняя атака. Навык атаки персонажа оружием ближнего боя. Дальняя атака. Навык атаки персонажа оружием дальнего боя. Магический амулет. Навык атаки персонажа магией. Волшебный шлем. Навык защиты персонажа в случае, если его атакуют магией. Есть на карточке персонажа и место для магических заклинаний. Магия огня и ледяной магии. Такие же виды характеристик мы видим и на карточке Мантикоры, но она имеет 20 жизней и только 1 очко инициативы. Зато очень сильна в атаке и защите. Монстры карточек не имеют, поэтому их характеристики мы определяем так. Монстр 4 уровня, 4 жизни и все характеристики равны 4, инициатива 0. Монстры 3 уровня, 3 жизни и все характеристики равны 3, инициатива равна 1. Теперь, когда мы познакомились с персонажами, можем подобрать себе команду героев, которые смогут защитить город. Выбранных персонажей игроки располагают в центре города. В начале игры на карту также выкладываются жетоны артефактов, каждый в свою локацию. В сапожную мастерскую – сапоги, в мастерскую гнома – щиты, в кузницу – мечи, в эльфийскую мастерскую – луки, в хижину ведьмы – амулеты, в хижину друида – шлемы, в ледяную башню – заклинание ледяная глыба, на огненную землю – заклинание огненный шар. Количество выкладываемых артефактов должно быть не больше количества участвующих в игре персонажей. Теперь мы готовы начать игру. Первый этап игры заключается в прокладывании дорог в магическом лесу. Игроки отбирают необходимые по сценарию тайлы дорог и в закрытую перемешивают. Потом по очереди берут по одному тайлу дороги, которые выкладывают на карты. При этом необходимо, чтобы тайл дороги прилегал к городу, это начало дороги. Или же необходимо, чтобы он прилегал к уже выложенному тайлу дороги, так, чтобы дороги на них совпадали. Или прилегал к локации, которой уже проложена дорога. Игроки могут сообща строить необходимые им дороги и советовать друг другу, но решение принимает тот игрок, который вытянул тайл. Когда игрок вытягивает тайл дороги с обозначением монстра, он выкладывает его на карту по обычным правилам.
Но на такой тайл выставляется фишка этого монстра. Прокладывание дорог заканчивается, когда игроки выложат на карту последний тайл. Вот теперь игроки готовы встретить мантикору и дать отпор монстрам. Очередность хода игроков определяется броском кубика. Итак, ходит первый игрок. Например, воин. Помним, что для игровых действий игрок использует очки инициативы. У воина 4 очка инициативы, а значит он может пройти одну клетку по дороге плюс одну по бездорожью. Или 4 клетки по дорогам. Если персонаж вошел в любую клетку локации, он может взять себе артефакт из нее. Конечно, мы выбираем лучший. Забегая наперед, скажу, что так же поступают и монстры. За тем исключением, что монстр получает случайный артефакт из стопки. Этот жетон артефакта выкладывается под фишку монстра и перемещается вместе с ним при движении. Сила этого артефакта будет использоваться монстром в битве. На этом ход воина заканчивается и передается следующему игроку по кругу, и это гном. В активе у него 3 очка инициативы, 2 из которых он тратит, чтобы пройти 2 клетки по дороге. И вот незадача. На следующей клетке стоит монстр 3-го уровня. Пройти по такой дороге гном не может, поэтому игрок решает атаковать монстра. На атаку он тратит свое последнее очко инициативы в этом ходу. Итак, атакуем. Для первой атаки свой ход игрок может выбрать вид атаки сам, то есть тот вид атаки, который выгоден игроку. Если же игрок будет атаковать повторно, то выбор вида атаки происходит вслепую карточкой случайного боя. Если выбран ближний бой, то сила атаки гнома будет равна значению его навыка атаки, это 2, плюс сила атаки меча персонажа, плюс очки, которые игрок выкинет на кубике. В нашем случае сила атаки гнома будет равна 8. Очки защиты монстра будут рассчитываться как сумма его навыка ближнего боя. Помним, что все навыки равны 3. Силы его меча, если есть, и значение кубика, который за монстра бросает любой из игроков. В нашем примере это 6 очков. Результат атаки: победил гном и нанес монстру 2 повреждения, на разницу между силой его атаки и очками защиты монстра. Результат ближней атаки может быть и противоположным, если очки защиты монстра окажутся больше силы атаки персонажа. Если выбрана дальняя атака, то сила стрельбы гнома будет равна значению его навыка стрельбы, это 1, сила атаки его лука, плюс очки, которые игрок выкинет на кубике. В нашем случае сила дальней атаки гнома будет равна 6. Очки защиты монстра от дальней атаки будут рассчитываться как сумма его навыка защиты, это по умолчанию 3, силы его щита, если есть, и значение кубика, который за монстра бросает любой из игроков. Получаем итого 5 очков. Результат дальней атаки: победил гном и нанес монстру 1 повреждение, на разницу между силой его стрельбы и очками защиты монстра. Особенность дальней атаки: даже если атакующий персонаж проиграет бой, то и сила его атаки будет меньше, чем защита у противника, то он не получит повреждений, в отличие от ближнего боя, где атакующий персонаж может быть ранен. Если выбрана магическая атака, то сила магии гнома будет равна значению его навыка магической атаки, это 3, плюс сила атаки его амулета, плюс сила магического свитка, если он его использует, плюс очки, которые игрок выкинет на кубике. В нашем случае сила магической атаки гнома будет равна 7. Очки защиты монстра от магической атаки будут рассчитываться как сумма его навыка магии, это по умолчанию 3, силы его шлема, если есть, силы используемого свитка и значение кубика, который за монстра бросит один из игроков. Получаем итого 8 очков. Результат магического поединка: победил монстр и нанес гному 1 повреждение, на разницу между силой магии монстра и гнома. В магическом поединке повреждение может получить любой из его участников, как и при ближней атаке. Второе важное замечание: персонаж или монстр, который защищается, использует при подсчете своих очков значение навыка магической защиты, это шлем, то есть силу своего магического шлема.
Вернемся к нашей битве между гномом и монстром. Гном провел ближнюю атаку, и монстр получил 2 повреждения. Бой на этом не заканчивается. После атаки персонажа или монстра, если оба противника выжили, защищающаяся сторона проводит свою контратаку. Контратака всегда проводится с выбором карточки случайного боя. Это касается и монстров, и героев. Результат определяется по стандартным правилам. Предположим, гном справился с монстром и при контратаке монстра нанес ему 3-е повреждение. Монстр в этом случае погибает и снимается с карты, освобождая дорогу. А персонаж игрока, который убил монстра, получает 1 очко силы за монстра 3-го уровня или 2 очка силы за монстра 4-го уровня. Эти очки силы можно использовать для прокачки навыков персонажа. Просто кладем маркер на выбранную характеристику персонажа, и уже в следующем ходу эти очки силы будут учитываться при передвижении, атаке или защите. Например, я добавлю гному инициативы и смогу в следующем ходу пройти уже 4 клетки. Когда по кругу сделали свой ход все игроки, наступает очередь монстров. Обратите внимание, что если гном или другие персонажи не смогли победить в этом раунде монстра, то он в свой ход зализывает раны и восстанавливает все жизненные силы. Для первых игр мы рекомендуем не восстанавливать жизни монстрам, а также оставить их без движения на тех перекрестках, где они возникли, чтобы легче было освоить основные правила. В следующей игре можно будет добавить монстрам и возможность передвижения, и регенерацию. Обычные монстры, псы, наступают по дорогам, проложенным игроками в направлении города. Если пес проходит на расстоянии 1 клетки от локации, то он кратчайшим путем должен зайти в локацию и взять там случайный артефакт. Агрессивные монстры, черви, наступают на город, не разбирая дороги. Сначала перемещение происходит по горизонтали и далее по наклонным линиям, ведущим к городу. Черви игнорируют локации, поэтому артефакты не подбирают. И в последнюю очередь свое движение начинает Мантикора, которая пробуждается, как только игроки убили первого монстра. После пробуждения она движется от логова к крепости города по 1 клетке за ход. Ее маршрут отмечен на карте красными стрелками. Как только она выходит на дорогу, проложенную игроками, она начинает двигаться по ней. С этого момента у игроков в запасе примерно 13 ходов, за которые они должны подготовиться к приходу Мантикоры в город. После Мантикоры ход снова возвращается к игрокам, и они по очереди делают свои ходы. Игра заканчивается победой игроков, если они смогли победить Мантикору, убив ее на пути к городу, или же победит Мантикора, если она войдет в город. Но нельзя забывать об опасностях, которые несут и щенки Мантикоры. Каждый монстр, который вошел в город, наносит всем персонажам игроков на карте по 3 повреждения в этот ход. И оставаясь в городе дальше, наносит всем персонажам еще по 1 повреждению каждый следующий ход. Хочу еще раз подчеркнуть, что игра кооперативная, поэтому способствует развитию умения работать в команде. Пусть кто-то из героев станет на страже города, а кто-то пойдет в опасный поход за артефактами. Распределите роли и идите вперед к совместной победе. Вот и все основные правила. Но в игре есть еще несколько интересных фишек. Групповые атаки, перенос артефактов, дополнение силы расы, режим каждый сам за себя. Все это вы можете найти в правилах или на нашем сайте bombardgame.com. Желаю вам великих побед над Мантикорой.